Всем привет! Спасибо за обратную связь на прошлых видео. Мне это очень дорого. Итак, сегодня расклад про узлы одиночества. И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Сразу начнем расклад. Итак, единички. Первый вопрос сигнификация. Почему ты решила, что эти узлы вообще есть? Но по твоим картам это не выдумка, нет. Потому что восьмерка мечей, она вот показывает, что ты сама себя загнала в ловушку мыслями. Ты постоянно в голове крутишь, как будто тебя все бросают, все тебя игнорируют, все тебя не ценят. И это не пустые страхи, нет. Ты буквально строишь стены из своих же переживаний. А вот восьмерка жезлов, она говорит, что вот события, они вокруг тебя, как вот этот ураган. Ты видишь, как там подруги твои легко сближаются, мужиков, как говорится, меняют, отношения заводят, переезжают, а ты как будто на месте стоишь. И каждый раз, когда тебя зовут там на встрече, то тебе не пишут первый. Оставляют одну вот в критический момент тебя. И это сигнал. Вот твой внутренний голос, он знает, что вот смотри, говорит, опять подтверждение того, что ты думаешь. Но это не совпадение. Карты говорят, что ты зациклилась на этой программе. Ты физически чувствуешь тяжесть в груди, когда дома остаешься одна там в пятницу вечер, суббота. Прокручиваешь эту соцсети ленту, да, с фотографиями чужими. Ты даже начала замечать, что даже коллеги обходят тебя стороной там на корпоративах. Это не паранойя, нет. Это реальность зеркалит твои блоки. Тело отзывается болезнью, там спазмы в груди, комок в горле, когда видишь вот эти влюбленные парочки. Твои узлы — это не фантомные, нет. Это конкретный энергетический кокон, который ты сплела вот за годы своего существования. Да, ты права. Это невоображаемая клетка, ты в ней на самом деле сидишь. Из-за чего они появились? С конкретного человека началось. Король жезлов — это мужчина, который вот сыграл ключевую роль в этом всем. Это или бывший, или отец, но это не важно. Мужчина. Он своим поведением заставил тебя вот усомниться в своей ценности. Он мог открыто унижать твои мечты, говорить, да кому ты такая нужна, или как сказать, вот когда типа я только, как сказать-то, то есть кому ты кроме меня нужна будешь. Игнорировал твои достижения, любые. И его авторитетность, и его харизма, они для тебя как запрещенное вещество действовали. Ты верила каждому слову и начала вот жить по сценарию, который он тебе навязал. А вот тройка кубков — это момент, когда тебя выкинули из этого круга. Возможно, подруги сплетничали за твоей спиной после ссоры. Или тебя на свадьбу не пригласила близкая подруга. Но дело тут не совсем в них. Корень в том, что ты приняла это как доказательство своей ненужности. А мужчина этот, он даже настроил против тебя окружение, чтобы усилить контроль. То есть бывший говорил там, она без меня никто, она без меня не справится. Слухи распускал, как будто ты ненормальная. И ты реально поверила, что проблема в тебе, а не в них. И теперь этот узел затянут вот на твоей горловой чакре.
Потому что ты боишься говорить о своих потребностях. Ты молчишь, когда тебя обижают. И входишь, как говорится, в свой кокон якобы для безопасности. Вот эти действия и породили программу типа «лучше быть одной, чем преданной». Как развязать узлы? Ну, слушай, выход есть, но он прям радикальный. Туз пентаклей — это про материальные действия. Тебе нужно создать новую реальность прям буквально с нуля. Смени работу, где тебя недооценивают. Переедь от соседей токсичных. На жилье на свое начни копить. Даже вот там 10% от зарплаты. Новую постель купись. Там вот эту старую выброси. Не перестирывай 1000 раз, а именно выброси, в которую ты плакала. Потому что энергетически она грязная. Ты говоришь, слезы — это очищение, да, но со слезами выходит негатив, а у тебя подушка вся пропиталась этим. И это будет не просто там уборка, да, ты физически заменяешь энергию места, где тебе плохо. А вот десятка мечей, она про то, что старый сценарий должен умереть, прям буквально умереть. Перестань общаться с людьми, которые тебя в прошлое тянут. Даже если это родственники. Всех отправь в бан, да, в черный список, кто напоминает тебе о предательстве. Больно, да, но это как вот удалять рану, понимаешь? Зашивать. И со своими подругами, которые тебя, как сказать, высасывают вот этими своими намеками, полунамеками, что ты одна, от них тоже закройся. Понимаешь? Десятка мечей, она не прощает полумер. Понимаешь, то есть сняла бан, засунула бан, сняла бан, засунула бан. Твой узел, он развяжется только когда ты полностью примешь, что вот та девушка в прошлом, которая верила словам короля жезлов и плакала из-за тройки кубков, ее больше не существует. Теперь ты хозяйка, ты теперь туз пентаклей. Понимаешь? Надеюсь, что понимаешь. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Почему ты решила, что они есть, эти узлы? Ну, знаешь, это сигнификация, кстати. Твое одиночество тоже не фантазия. Вот внешне у тебя все хорошо, все сложилось. Ты самостоятельная, ты деньгонезависимая женщина, ну, материально независимая. Можешь себе позволить то, о чем другие только мечтать могут. А внутри пустота и такое чувство, как будто тебя никто по-настоящему не видит. То есть ловишь себя на том, что даже в окружении людей ты себя чувствуешь брошенным. Как будто вот за стеклом этим тонированным стоишь. И тут не просто грусть, нет, это конкретный энергетический блок, который ты физически чувствуешь в груди, как камень. И ты замечаешь, что люди от тебя отдаляются вообще без причин. Отношения у тебя рассыпаются на этапе сближения. А новые знакомства, тепла тебе не приносят, они тебе приносят холод. И вот это твой интуитивный звоночек, он тебе кричит: «Со мной что-то не так». Но рационально ты не можешь объяснить, почему вот при всей твоей внешней успешности, там, красоте, личная жизнь, она как пустыня. Из-за чего появились эти узлы? Ну, знаешь, из-за двух вещей. Первое — это ты вот сознательно блокировала свои истинные желания в отношениях.
подменяя их какими-то там разумными мыслями, разумными планами. Вот вспомни, как ты отказывалась от симпатичных, да, но неперспективных парней, потому что они не вписывались в твой график развития. Ты развивалась, а он нет. Второе — это ты подавляла свою уязвимость, демонстрируя только «я сильная, я независимая», то есть силу свою. Ты боялась показать страх, оказаться ненужной. Поэтому строила вот эту стену из независимости. Твоя бабушка, бабушка-прабабушка, вот по материнской линии, она прошла через такое же. Ее бросили с 3 детьми, и она вот этот закодировала в роду вот эту программу, что доверять — это опасно. И вот этот родовой сценарий, он заставляет тебя подсознательно саботировать любую близость. И каждый раз, когда появляется у тебя шанс на вот нормальные глубокие отношения, твое тело включает режим бегства. Ты вот находила 150 причин, чтобы дистанцироваться, сама даже не понимая почему. Как узлы развязать? Ну, знаешь, перезагрузка нужна. Сначала полная вот информационная изоляция дня на 3. Никаких соцсетей, никаких там ютубов, звонков, встреч. Выключи телефон. Выключи телефон. Вот зажги свечи и выпиши вот все, что ты годами от себя прятала. А ты прятала обиды на родителей за холодный стих, гнев, вот эту твою злобу на бывших из-за предательства. И стыд за свои вот эти неидеальные желания. И проведи ритуал с фотографиями предков. Вот разложи их, проговори вслух родовые травмы. И сознательно разорви паттерн, сказав «я возвращаю вам вашу боль, моя судьба, она другая». Понимаешь? И все. Подойди к зеркалу и скажи вот «я достойна любви, без условий», себе в зеркало. Через дней 40, когда вот растущая луна будет, закопай свой вот этот список, который ты написала, да, список обид. Это активирует программу вот судьбы, понимаешь? Главное, перестань события торопить. Твоя пора, она придет. Когда ты только перестанешь изображать себя перед мужиками сильную женщину и разрешишь себе просто жить, просто наслаждаться жизнью. А твои неидеальные желания у твоего же будущего, как говорится, мужчины, у него тоже не идеальны. Главное понять это. Давайте перейдем к 3-му варианту. Троечки. Сигнификация у нас почему-то решила, что эти узлы есть. Но у тебя тоже это не надумано все. Внешне вот, в жизни, да, ты успешна. Признание на работе, вообще в жизни. Но за этим всем скрывается постоянная вот эта чехарда неудач в отношениях. Каждый раз, когда до близости дело доходит, у тебя все рушится прям по необъяснимым для тебя причинам. Ты даже замечаешь, что даже когда в твою жизнь пытается войти потенциальный будущий муж, то внезапно включается, что там то он пропадает без объяснений, то у тебя у самой возникают какие-то сомнения непреодолимые. И вот этот сценарий, он повторяется, и он слишком четкий, чтобы случайностью быть. И ты подсознательно фиксируешь, как окружающие пары, они нормально развиваются, да, естественным путем. А твои попытки, они как будто
в стену упираются. Именно вот эта цикличность, из-за этой цикличности ты думаешь, что нужно глубже копать, да, корень находить в эзотерических вот этих узлах и блоках. А твое высшее я, оно давно шлет сигналы через вот эти повторяющиеся ситуации, где ты в стороне всегда, несмотря там на все усилия улучшить свои отношения. Из-за чего узлы появились? Ну, знаешь, первое — это твое собственное вот ментальное бездействие. Потому что ты вот долгие годы носишь в голове такой шаблон «я недостойна глубоких отношений». Ну или там «близость — это боль». И ты даже не понимаешь, что у тебя вот этот шаблон в голове. Возможно, первый, да, сделал слишком больно, и у тебя на подкорке, так скажем, да, записалось это. И вот эти мысли, они стали как самопрограммированием, которое отталкивает мужиков на энергетическом уровне. Ну а второй слой, он серьезнее, это родовая программа по женской линии. Кто-то вот из твоих прабабушек предательство пережил. Ну или этот, как его, когда мужчина умирает. И ее боль, она превратилась в установку, что лучше одной быть, чем страдать. И вот эта программа, она передалась тебе как вот этот защитный механизм, но теперь она душит любые здоровые связи. Ну и с глаз, возможно, конечно, тут есть от завистниц. Те, кто, знаешь, видел твою независимость и мысленно желал, чтобы ты без пары осталась. И все вот это вместе создало вот такой плотный энергетический кокон, где ты подсознательно сама разрываешь контакт с мужиками. Едва только там они становятся росточком, да, ну вот как, если возьмем за пример отношения это как дерево, да, то вот они только росточком становятся, ты ломаешь все, топчешь этот росточек. Твое вот это поле, оно прям буквально отталкивает потенциальных мужей будущих через резкие слова, какие-то ссоры немотивированные, холодность внезапную. Как развязать узлы? Ну, знаешь, тут, как говорится, двойной удар нужен, как фильм, да? Во-первых, нужно мышление свое жестко менять. И без компромиссов. Вот советую, конечно, прийти в проживание арканов. Ты это в императрице проработаешь прям от и до. Но если там по каким-то причинам не можешь зайти в проживание, да, то поверхностно, если прорабатывать, то вот каждый раз, когда себя на мысли ловишь, что там я вечно одна, все мужики козлы, все мужики мудаки, тут же переключайся на конкретные примеры хороших отношений, понимаешь? То есть, ну, есть же в твоей жизни же хотя бы там у подруги, у сестры, у мамы. Мужики же нормальные есть. И вот заведи дневник. Выписывай все свои скрытые страхи про отношения, а затем его сожги с намерением освободиться. И с родом работай. Найди фото той самой бабушки, прабабушки, которая вот при жизни потеряла мужчину своего. Свечу зажги и вслух скажи, что ты ее благодаришь за защиту. Но пора брать ответственность за свою судьбу самой. Понимаешь? И скажи, я разрешаю себе любить и быть любимой. И 3 дня так делай. Понимаешь? И, конечно, энергетическая чистка. Тут даже говорить не надо. Раз в неделю делай солевые ванны для ног. Понимаешь? Представляй, как вот серая слизь одиночества в воду эту уходит. Понимаешь? Ну и самое главное, перестань ставить карьеру выше личной жизни. Начни время выделять на знакомства, причем так же строго, как на рабочие какие-то там встречи.
Через 3 месяца такого режима первый серьезный мужчина, серьезный кандидат, он прорвется через твои старые блоки. Самое главное, не спугнуть его своей мнительностью. И, конечно же, всегда помни, и это самое главное, что дед всегда рядом.